Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад, что скоро ворвется в вашу жизнь. Прогноз Таро на декаду на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь, каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано, или как изменится ваша реальность. У нас сегодня две колоды, и первый – это оракул Сибила. Необычный оракул, не похож на все остальные карты. И вторая колода – это у нас Таро ангелов-хранителей. Но вначале мы сделаем на оракуле прогноз, и он будет заключать в себе две составляющие. Каждая карта нам советует этот оракул присмотреться как и к изображению, так и вот то значение, которое я буду называть, то, что прописано на карте, нам следует учесть. Словно совместить одно и второе и остаться реалистом и практиком. Вот где-то будет важно воспринять ту информацию, которую нам дают карты, наиболее в реалистичном формате. Может быть, переложить на вашу жизнь. Давайте узнаем. И карты я буду выкладывать в определенной последовательности. Это будут 4 стопки. И первая будет означать сфера бизнеса и денег. Первая карта. Вторая сфера – это здоровье тела и случайные неожиданности, скажем так. Третья сфера нашей жизни – это будет вопросы ваших достижений и ваша работа. И четвертое – любовь и личная жизнь. На этом не заканчивается. Мы достанем еще по одной карте. И если первые 4 карты, они будут означать те энергии, с которыми вы входите в эти 10 дней, это где-то 10, 11, 12, то вторые 4 карты, они нам расскажут о том, что как будут развиваться события. Посмотрите, вам выпадает сразу карта вора. Так она конкретно и прописана. Карта вора или недоброжелателя какого-то. И мы можем не ожидать этого. Поэтому надейтесь сами на себя. Будьте внимательны. Случайно вылетела эта карта. Хотя больше оракул нас нацеливает на то, чтобы просмотреть в комплексе. Но тем не менее, случайностей порой не бывает. И может быть для кого-то из вас это важно услышать. Не надейтесь на авось. Когда выпадает эта карта, мы должны быть, ну, как очень внимательны к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Где-то не замечтаться, услышав лесть, например, какую-то, или какое-то доброе, как предзнаменование, вроде когда, или мы можем где-то основываться на собственных ощущениях или просто пустых надеждах. Вот тут не должно быть пустых надежд на этот период. Может быть, об этом нас как раз предупреждает карта. Будь объективен к тем ситуациям, обстоятельствам, в которых ты находишься. Не поддайся на уговоры какие-то ненужные, но сохраняй критическое мышление. Ну, давайте, тем не менее, продолжим по тем сферам жизни, как это предусмотрено оракулом. И значит, достанем с вами еще 4 карты. Снова у нас деньги, бизнес, случайности и здоровье тела, ваши достижения, профессиональная деятельность и вопросы личной жизни и любви. Вот теперь мы с вами откроем. Итак, первая карта. Бизнес и дела. Надежда. Вот так и называется эта карта. По этой карте нам показана дама, которая в ожидании. То есть, правда, тут могут быть и пустые надежды. Не случайно, может быть, перевернулась карта врага для кого-то. Или Немико. Это недоброжелатель, может быть. Не обязательно, что это вот конкретный какой-то враг. Хотя у кого-то проигрывается и так. Но ведь может быть тот человек, который ждет удобного момента, чтобы какой-то подвох для нас совершить. Может быть, мы и сами где-то попадаем в какую-то зависимую ситуацию, потому что мы на что-то понадеялись. Или мы надеемся, что решится сам какой-то вопрос. Все же надежда нам ведь не говорят, что это обоснованный какой-то регламент. К примеру, мы ждем документ. И документ может быть
подготовлен в течение 5, допустим, дней. Обусловлено это уже каким-то периодом подготовки вот этой важной бумаги. А это когда наше бездействие. И здесь у каждого немножко по-своему. Поэтому, если мы просто сидим и чего-то ждем, вряд ли мы тут что-то дождемся. Ну, а если, мои дорогие, тут действительно у кого-то ожидания, кто-то визу ждет, кто-то ждет каких-то важных согласований, подписаний документов, тогда примите во внимание, что, ну, проведите этот период спокойно, пока вы получите этот документ. Тут мы что-то не убыстрим. Давайте посмотрим, что же про здоровье тела или конкретно в каких-то случайностях. Ух, карта свадьбы, конкретно матримонио прописана. И это какие-то важные процедуры, подписание такие каких-то важных документов. И все то, что я только что сказала, применимо, то что да, если существует регламент четкий, вы знаете, какой срок вам нужно подождать, тогда вы дождетесь этой бумаги, вы дождетесь этого документа, вы дождетесь этих согласований. Здесь для вас что-то сложится более чем позитивно. Но, значит, это будет как где-то и радость, но, может быть, и новая мера ответственности. Но подписания будут. Если мы где-то говорим здоровье тела, ну, может быть, какие-то такие, несколько интимные вопросы я тоже могу такое допустить, очень тонкий нюанс переложить, опять же, на свою жизнь. Ведь больше эта карта касается именно личной жизни. И, может быть, нам говорят, здоровье тела где-то от личной жизни тоже зависит. Для кого-то и так, продумайте. Но всячески позитивная карта. Давайте откроем третью сферу жизни, это работа и достижения. Конкретно карта блондинка. Это могут быть какие-то новые контакты, новые связи. Это можете быть вы сами, в том плане, когда вы в отношении какого-то человека, ну и, может быть, имеете виды, планы, или это по работе, опять же, новые люди, но это всегда те люди, которых мы еще не знаем хорошо. Или если были у вас планы в отношении конкретного человека, тогда тоже карта не говорит о том, что мы на кого-то можем рассчитывать. Нет. Это больше карта легкости или каких-то новых знакомств. Может быть, кстати, вы пошли решать какие-то вопросы по работе, и будет новое знакомство. Такое вполне вероятно. Может быть, по этой карте еще и какие-то люди или конкретный человек, которого вы не можете, ну, где-то просчитать наперед. Или бы вы очень хотели каких-то контактов с конкретной персоной по части ваших достижений. Но, опять же, легкая карта. Она не говорит о какой-то надежности. Поэтому, может быть, пересмотреть ваши планы вам придется. Давайте откроем сферу любви, карта военного конкретно. И нас, точнее, ваш знак зодиака немножко разворачивает в сторону, даже если личная жизнь, то может быть важных согласований, важных подписаний документов. Или нам карта говорит, что ваш человек военный или ваш человек занимает какой-то пост, должность, когда он вынужден действовать по приказу, по какому-то регламенту, кстати, тоже такое может быть. Приказ, конечно, в первую очередь. Приказ это может еще свидетельствовать о разных сферах жизни и о человеке вашем любимом, который зависит от каких-то приказов или чьего-либо руководства. Он не в силах изменить, например, свой график работы. Вот он вынужден ходить на работу от звонка до звонка. Может быть, вы бы и хотели с ним более частых встреч, а нет. Он работает, он занят, потому что у него есть какие-то обязанности. Вот косвенно может карта говорить и об этом. Вы можете где-то досадовать или буквально ожидать, когда он закончит какую-то службу или работу, или вернется к вам, или вам будет уделять больше внимания. Ну, так или иначе, вам в личной жизни приходится учитывать именно какой-то регламент, порядок или чей-то приказ. Причем не обязательно приказ именно вашего любимого человека вам. Нет, вовсе тут не про это, а то, что сам человек, который вам дорог, близок, он в каких-то рамках находится. Вот этот момент примите во внимание тоже. Или когда вы продумывали с вашим любимым человеком оформить отношения, и тогда каким образом это сделать, вот тогда будут перекликаться где-то эти две карты. Важные решения вы будете, скорее всего, принимать, которые будет касаться и организации, ну и во второй момент или одновременно в первый,
брать на себя ответственность. Вот есть такой нюанс. Давайте откроем вторые карты, что они нам расскажут о продолжении истории. И первое – бизнес, деньги. Две тройки. А вы знаете, обновление. Здесь не будет как прежде. Любая три – это всегда какой-то переход. Это своеобразный жизненный экзамен, который мы должны сдать. Так вот, для кого-то из вас это ожидание. Вы на что-то не можете решиться по части денег и работы. И вам кажется, мне расставили кругом ловушки. Вот, кстати. Ведь это карта конкретно, ловушка. Птица, орел парит, а человек ему расставил сети какие-то хитрые, ловушки или какие-то, ну, тут даже я прорисована, ну, как прикармливает эту птицу для того, чтобы она села и себя поранила или оказалась в этих силках, по сути дела. Вы можете думать, что и ни на что-то не решаться, потому что я не хочу быть в каких-то обязательствах. Может быть, по части денег и бизнеса вам приходится решать какие-то сложные задачи. С другой стороны, это и вы можете пытаться обдумывать какой-то вопрос, чтобы обойти вот как раз какие-то ловушки. Вы можете быть тоже где-то зависимыми от положений, законодательных актов. И тогда ваши действия, это вы видите ясно, но понимаете, вот для кого-то это ожидание будет сопровождаться тем по части сфер денег и вашего бизнеса, что существуют какие-то препоны, может быть, по тем направлениям, которые бы я для себя хотела или хотела осуществить. Но мне как раз придется это обойти. И быстро это не сделаешь. Может быть, какие-то согласования и нужно делать. В обход как будто, чтобы не попасться вот в эти самые ловушки. Но переложите этот тонкий нюанс. Деньги, по крайней мере, я так вижу, требуют вашего внимания. Давайте узнаем, что же случайности нам открывают. И продолжают, правда, тему как законодательных актов или подзаконных актов, конкретно закона, буквы закона. Эта карта, она так и называется «Человек закона». Нужно все сделать по закону. С одной стороны, возможность по части личной жизни что-то обустроить себе со знаком плюс. Да, это потребует от вас взять на себя обязательства. У кого-то, кстати, деньги как раз могут препятствовать тому, что вы вступите в брак или нет. Я так допускаю, что это малый процент, но для кого-то сознательное избрание одиночества, потому что я не хочу для себя каких-то сложностей или финансовых трудностей, или вы чувствуете на данный период времени, что вы не готовы за кого-то взять ответственность, и тогда вы можете сказать кому-то нет. Все же, ну, вопросы вот в этой концепции, которые вы обдумываете, они у вас как раз могут и проигрываться. Кто-то из вас может думать, как это мне обойти некоторые моменты, или весь январь, с учетом того, что у нас Уран в знаке зодиака Телец в ретро-движении, мы можем перезаключать именно с приставкой пере брачные контракты, трудовые договоры, трудовые соглашения, может быть, какие-то бумаги переоформлять по части бизнеса и денег, обходить какие-то препоны или ловушки буквально, думать о самом себе, как же лучше обустроить какое-то дело. Вот в связи с этим будет связана где-то, может быть, и ваша личная жизнь или какая-то личная история. Но и с другой стороны, конкретно вопросы денег. Давайте посмотрим, что же нам скажут. Но закон мы не нарушаем, это точно. Вот здесь нужно как-то очень правильно согласовать. Или если этот есть какой-то документ, который вы ожидаете, и вы его получите, скорее всего, может быть, в этот промежуток времени. Но могут быть дополнительные какие-то беседы, или вы будете узнавать у адвокатов или обращаться к юристам, насколько для меня работает закон в плане плюс или в плане минус, чтобы с чем-то не ошибиться. Но есть тема, которая для вас предусматривает, что нужно что-то прояснить, чтобы вот этих самых каких-то казусов или случайностей не было. Для этого, если вы соблюдаете закон, то тогда и закон бережет вас. Что же на ваши достижения? Давайте откроем карту. Это помеха.
Конкретно нам говорят о том, что мы словно куда-то двигались, и, ну, определенный стопор, мы вынуждены остановиться. Это не есть что-то глобально, это мелкая какая-то помеха. И правда, у кого-то может быть помеха, потому что вынуждены ожидать какой-то документ, у кого-то банально проиграется. И здесь это может касаться как и денег бизнеса, так и конкретно вашего места где-то проживания, кстати, с учетом того, что у нас Уран в Тельце в ретро-движении. И где-то по аркану матримонио, это свадьба, предполагается как и место проживания, так и наша личная жизнь. Давайте что же на вопросы личной жизни? Любовь, мои дорогие. А кто-то ведь будет продумывать, как мне соединиться с любимым человеком. Потому что сейчас не получается. Опять же, происходят какие-то события. Но, знаете, я должна сказать, вот в этом оракуле, если бы у нас вот 4 позиции мы с вами раскрыли. И совпало бы так, что одной масти в одной сфере жизни идут карты, то это значит, что от вас что-то зависит, или вы должны куда-либо приложить особенные усилия, внимание, но у вас так не совпало. И мы с вами не создаем дополнительную пятую стопку карт, и значит, где-то все карты нам говорят, да, для, может быть, большинства из вас есть те вопросы, куда действительно не нужно спешить торопиться. Узнать, как работают в отношении вас законы, что-то продумать перед тем, как взять на себя ответственность. Или если вы вынуждены ожидать вашего любимого человека, тогда ваша любовь сохраняется, продолжается. И такое тоже могу допустить. Для большинства из вас, я надеюсь, даже если и есть какие-то мелкие, мои дорогие, помехи, они не оказывают на вас какого-то важного воздействия. Давайте дополним наш расклад. Все идет своим чередом. Нет тут чего-то такого глобального, как предостережение. Единственное, что разве нужно делать, поступать все по закону. Ну и любовь, безусловно. Одна из лучших, как конкретно, аморы, любовь. И у вас выпадает в позицию любви. Поэтому личная жизнь на первом месте. Тут вы даже можете примириться, кстати, если для кого-то была пауза именно из-за того, что вы поссорились, а для кого-то будет по любви, когда вы будете продумывать как раз свадьбу. Почему нет? У кого-то так, мои дорогие, с 11 по 21 января. Вы на что-то решитесь, может быть. Кто-то решится, прежде, может, думал, нет, это мне тут какие-то хитросплетения ставят, не пойду замуж или жениться не хочу. А кто знает, может быть, вы тут что-то передумаете и все-таки на что-то решитесь. И такое я тоже не исключаю. Давайте дополним картами Таро. И первая позиция, 3 карты. Что вам придется адаптировать? Имеется ваша внутренняя какая-то адаптация. На что-то решиться. Правда, это отношения, это карта чувствительного человека, карта доброго человека, это карта нашей интуиции, это карта личной жизни, вдохновения, радостных эмоций, подарков, всяческих приятностей, хорошего настроения и денег. Из нашего бокала, точнее, Паш, девочка, держит в руке бокал и выглядывает рыбья голова, а рыба– это прообраз денег и, кстати, путешествий, переездов, смены места жительства. Вот у каждого такие направления, ну, как-то, понятно, по-своему. Давайте посмотрим, что же вы еще будете адаптировать. Ух, а вы знаете, если вы вынужденно что-то ожидаете, шикарная карта. Колесница. Это карта успеха. Это карта конкретно победы, мои дорогие. Силы желаний. Если вы чего-то захотите, ваше желание на 1000% сбудется. Но придется что-то переиграть, передумать, переоформить какой-то документ. Может быть, какой-то момент вы были в ожидании. А вот смотрите, у вас в эти 10 дней сначала было ожидание, а потом какая-то ситуация будет ускоряться. Для кого-то это проиграется под самый финал вот этой декады, может быть, в 20-х где-то числах. А для кого-то из вас, может быть, и на последующий период января. Такое тоже могу предположить. Но тут куй железо пока горячо. Ведь это поддержки ангелов, колода. И сам ангелочек нам представлен на колеснице, как будто он в расслабленном таком приятном состоянии. Очень символично, что паш воды и все то, что я сказала по этой карте. И дальше как ситуация начинает развиваться в более быстром темпе. А для кого-то это поездка, путешествие, перемещение, какая-то
ваша задумка, которая получает воплощение, или буквально ваша какая-то победа. Адаптировать себя, может быть, к новым возможностям, к новым реалиям. Для вас нет ничего невозможного, и какой-то успех точно приходит. Что же еще в плане адаптации? Но нужно рассмотреть совершенно новое направление. Попажу воздуха. Это быть честным, искренним самим собой. Но чаще карта нам говорит, что действительно тут приходится что-то передумать. Мы для себя наметили одни планы или одно какое-то направление, а обстоятельства нас будут вынуждать быть гибкими и рассмотреть какой-то иной вариант. Давайте мы теперь спросим, в чем же вам придется себя организовывать, чего это может касаться, с чем это будет связано или как изменится ваша реальность. Что же там по части организации, в какой сфере жизни? Луна. Ну, тоже где-то говорят о том, что ожидание, интуиция. И поэтому все то, что я говорила по оракулу Сибила, как раз может проигрываться. Вы не можете что-то пока видеть, просчитать. По оракулу Луна это мы должны себя сохранять, куда-то не торопиться. Искусство мелких шагов. Есть какие-то моменты, которые еще пока как в пространстве, во Вселенной не отстроились, если хотите так. Но эта карта символизирует одновременно и вашу планету-управитель, и тогда она вам как раз помогает в том, чтобы себя обезопасить. И можно расценивать как совет. Если вы находитесь в большом скоплении людей, помните, мои дорогие, вам в другую сторону. Потому что есть такое значение «меня несет толпа». Вот когда нас толпа несет, это бывает опасно. Мы тогда не влияем на эту ситуацию. Мы вообще ничего сделать не можем. И тогда, если вдруг вы оказываетесь вот в какой-то подобной обстановке, ваша задача именно изменить направление и пойти совершенно в другую сторону. Тонкий нюанс, но может быть что-то и просчитать. Тут, знаете, где-то безопасность выше всего. Что же вам еще придется организовывать? Прощание с прошлым. Кто-то решится, правда, вот как я говорила. Это завершение какого-то процесса или прежнего этапа жизни, прежнего образа жизни. У кого-то так тоже может проиграться. И аркан или колесница может говорить. Быстрая какая-то поездка, переезд, может быть, это вызвано какими-то обстоятельствами. И тут не нужно долго мешкать. На что-то, может быть, и решиться вам придется. Но ведь эта карта либерта, свобода. И это нам казалось, как будто в какое-то время мы могли быть в состоянии ожидания или в состоянии паузы. И вот это время заканчивается. Обратите внимание, сам ангел держит песочные часы и как будто демонстрирует вам, что все, прежний жизненный этап уже закончился. Может быть, тебе и придется действовать по-новому. Или заниматься тем, чем вы раньше не занимались. Но определенно точно те разочарования, они тоже подходят к концу. И я должна сказать, на 2025 год это у вас будет значительно больше решимости, возможностей, и вы можете кардинально изменить свое качество жизни. Но это где-то будет сопряжено с тем, что вам придется действовать совершенно другими методами. Вы не можете сидеть до бесконечности чего-то выжидать. Действовать вам придется. И, повторюсь, не совсем в том ключе, который для вас привычен или понятен. Рассмотреть, может быть, что-то иррациональное. Но давайте я еще дополню. В плане организации, чем придется вам еще заниматься? Куда-то не торопитесь. Тут все ускорится в свое время или в назначенный час. По девятому аркану, это тоже 9 по нумерологии преддверие перемен. И эта карта отшельника так выглядит. Слушайте свою интуицию, как и Луна, карта интуиции или интуитивных подсказок, так и по преданию. Вот этот фонарь, прообраз интуиции, у отшельника включается ровно в тот момент, когда это необходимо. Нет помех, кстати, вам никто не мешает. Тут самое главное самому себе не помешать. Но это ведь как жизненный путь. И мы сказали, сила желаний. Или как перевернуть другую страницу жизни. Прежний этап уже закончился. И, может быть, вам нужно на что-то решиться или принять для себя новую какую-то
стратегию и тактику. Надеяться нужно на себя. Но есть и те вопросы, для кого-то по части личной жизни, правда. Если нам выпадает карта свадьбы, а здесь карта ожидания, может быть, кто-то был в сольном варианте, и это вам по части личной жизни. Нужно выйти из этого отшельника и на что-то решиться. Может быть, новые контакты. Может быть, кто меня смотрит, есть какие-то разочарования из прошлого. И у вас, вы раньше какие-то были тоже ловушки, и вам, это вам где-то довелось пережить сложный жизненный этап. И вы теперь сидите в ожидании этих ловушек, что мне сейчас кто-то расставит, и я не могу на что-то решиться. Но, опять же, будет все зависеть от того, какое качество жизни вы хотите достичь. Знаете, я не могу сказать, что этот период для вас, вот именно с 11 по 21 января, будет означать какую-то быструю, очень лихорадочную даже смену событий. Здесь на первую план или в первую очередь выходит составляющая личной жизни или вопросы личной жизни, вашего места пребывания. Но это то, что вам уже знакомо. Это не то, что нам буквально сваливается на голову, и мы должны где-то хаотичными действиями, предпринимая что-то, решать. Вот. Нет, тут что-то уже подводит вас к итогу, это правда, но ситуация-то нас тянется уже какой-то период времени. Вам на что-то решиться вроде бы нужно, потому что потом вот по карте колесница последует быстрота событий. Ближе, может быть, 20 числом. Что-то будет меняться. Но, может быть, вот этот период паузы как раз вам и дается для того, чтобы вы с чем-то определились и увидели для себя новые возможности, новое направление и закрыли в прошлое дверь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.